Ребята, всем привет! Новое крыло, это Advanced Sigma 10. Я это крыло искал 2 года, ребят. Его вообще нигде не было, нужны расцветки, нужного состояния и так далее. Поэтому сегодня будет первая проба, будет первое впечатление. И, соответственно, я очень-очень надеюсь, что это крыло нам всем понравится. Ощущения от первых секунд поднятия. Ну, аппарат. То есть он тяжелее, чем Sigma 8. На самом деле у него как-то давление, что ли, больше внутри. Не знаю, то есть он тянет. Несмотря на то, что ветер довольно-таки слабый, он прям тянет вверх. И если с 8 сравнивать, резче клеванты, то есть крыло прям слушается. Да, сейчас нужно поскладывать его. Штука, что ее лучше управлять выше, то есть такого хода клевант не хватает для управления, то есть не знаю, сейчас попробую, но нужно подматывать. Когда клеванты подматываешь, больше с крылом взаимосвязи, оно прям за рукой идет хорошо. Сейчас пойдем посмотрим, что там впереди, и может быть даже полетаем. Первый старт на новом крыле с улыбкой. Старт был совершен в условиях очень-очень слабого ветра, в районе 4 метров в секунду. На посадку держит плохо еще. Ощущение? Ну, оно, конечно, порезвее. Классное. Соответственно, клеванты вот так туристическим хватом держать неудобно. Нужно подмотанными держать. Конечно, оно прям в вираж идет, то есть оно довольно-таки резкое такое, то есть нужно его прям хорошо контролировать. Очень тяжело делать плавные развороты из-за этого. То есть если Sigma 8 ее разворачиваешь, как ты ходишь, здесь можно прям дозировать. Возможно, из-за того, что не догружен, еще сколько не полетаю, но пока впечатления такие. То есть, что понравилось, крыло действительно монолитное. То есть чувствуешь, что над тобой плита такая, и то есть где тебя поднимает, она просто ходит без всяких рисканий и так далее. Обычно через эту подвеску очень хорошо все чувствуется, но оно достаточно монолитное показалось. 8 она более информативная в этом плане, по крайней мере сейчас, это ветер ламинарный. Посмотрим, что дальше. Пампится, соответственно, оно, как видели, легко. Достаточно большая граница до срыва, но пампинг неэффективный. То есть, если 8 можно быстро задушить, то
здесь, получается, после пампинга крыло горку хочет сделать, и нужно повторно его прикручивать. Дальше по наземке уши залипают, то есть половина сложения нормально проходит, половина сложения залипающая. То есть нужно прокачивать, нужно этот момент контролировать. Если восьмерка там, соответственно, ухо свернулось, развернулось, то здесь нужно постоянно после каждого сложения этот момент мониторить. Полетели, Сигма! О, красотища! Красота! Скорость очень хорошая. Я не знаю, где-то километров 38-39 в час. Я думаю, если ее по ветру загрузить, в районе 40 будет. Сейчас попробуем поуправлять весом. То есть клеванты опустим. Как тут с рядами. Не знаю, ручки, конечно, эти под 2 пальца. Можно попробовать поуправлять. О, прикольно. То есть Сигма даже горку с ними делает. Вес плюс ручка нормально. Управляется очень хорошо. Ну, опять же, разворот такой. Мы уже налетали где-то полчасика на крыле. Сформировалось первое впечатление. Что можно сказать? Крыло динамичное. Очень хорошо руку слушается, прям идет за рукой, и малейшие подъемы прям чувствуется, то есть информация приходит на свободные концы, приходит на подвеску и приходит на клеванты, ну, именно на стропу, на сами ручки клевант так 50 на 50 как бы. Есть еще одна особенность, то есть именно скорость и высоту можно преобразовывать. Мы на горку поднялись и, соответственно, там же и остались. Вот в динамике раз, поднялся и полетел дальше. Притормозил наверху, все, летим дальше. Высоты особо не теряем. Я такое видел у Мантры, у Грязнова. То есть он именно разгонял крыло, ряды прижимал, оставался наверху и полетел дальше. То есть очень прикольный финт. На этом крыле, оказывается, такое тоже можно сделать. И на самом деле я даже не ожидал. Ну, классно, очень нравится. Что можно еще сказать про крыло? Ручки, не знаю, на мои большие руки эти под 2 пальца, но вообще неудобные. То есть, да, можно управлять, как бы, но не знаю, возможно, на акселе другое будет поведение. И, соответственно, вперед, назад, в общем, не знаю, я привык управлять за сами моли, мне так комфортней. И как-то переучиваться, я не знаю, нужно будет, нет. Вот одними рядами можно загонять в винговеры без проблем крыло. Ну и весом, соответственно, чуть-чуть. Да, энергии много в крыле. Прям бодрая. Чувствую, на акселе оно вообще свистеть будет. И очень хочется попробовать аксель. Я думаю, мы сегодня его попробуем. Нужно, чтобы погода раскочегарилась. И, соответственно, я думаю, ну, треть акселя мы сегодня повыжимаем.
Хочется посмотреть вообще, как здесь все работает. Хочется сказать о качестве пошива. На самом деле мне очень нравятся Advance. Я не сектант там отдельных производителей. Я сектант, скажем так, отдельных удачных крыльев у производителей. И у Advance, если честно, за все время качество пошива, ну, придраться очень тяжело. Есть моменты такие, что где-то с течением времени что-то начинает там портиться. Но это у всех производителей есть, конечно, свои недостатки, но в целом, когда берешь крыло в руки, качество чувствуется. Я еще нашел пару особенностей крыла. То есть здесь не работает брейкшифтинг. То есть поводок, вот этот, он очень маленький. То есть как вовнутрь он в принципе нормально тянется, но наружу, чтобы сделать плоский разворот, ну вот такое, слишком мало. То есть на восьмерке где-то такой, то есть он более эффективный. Но здесь слишком короткий, поэтому в принципе, возможно, это и не нужно, но я привык плоско разворачиваться для того, чтобы, ну, в общем, есть такая привычка. Здесь, видимо, нужно будет этот момент тоже учитывать. Что еще приятно? Приятны вот эти вот магнитики. В принципе, клеванты с них не отстегиваются. То есть ты можешь просто бах, поставить их и как бы все, не париться. Взял, снял. Классно. Мы набрали по максимуму высоты, всего 160 метров, но ветерок не сильный, даже барашки маленькие. Будем пробовать аксель. Ну и погнали. Посмотрим, насколько... Ну, он помягче. Да, крыло прям. Ну, давайте порулим им. То есть довольно-таки мягкий аксель, приятно работать. Отпустили. Оп. Нажали, погнали. То есть при резкое отпускании тапки прям в ушах свистит. Летит очень бодро, на ноге напряжение чуть поменьше, чем на 8-й сигме, но в целом приятно работать. То есть отпускаем, оп, горка. Притормозили, все, поехали дальше, аксель давить. Довольно-таки длинный ход, акселератора нужно будет поднастроить. Но в целом очень-очень бодро, мне нравится. Высоты достаточно, чтобы, в принципе, пару спиралей заложить. Ну, будем пока одну делать, посмотрим, как крылышко себя ведет. Побыстрее мы полный ход дадим. Ветер встречный 8 км в час. И скорость 32-34, то есть она с ракет прет. Ну, не знаю, возможно, брехня, нужно трубку ПТО брать и так далее, но циферки, конечно, бодрые. Делаем упражнение. Соответственно, аксель. Да, на акселе пробивается вообще классно.
прям радует. Очень мягкий вираж такой. Ну, то есть, классно. Оп, давайте поиграемся чуть-чуть. Да, она прям хочет, чтобы с ней поиграть. И разворот можно делать. Ну супер, нравится, очень нравится. Что касается Sigma, чувствуется то, что у тебя в руках спорткар. То есть это динамичное крыло, это маневренное такое прям. Если нужно выжать тапку, ты выжимаешь на нем тапку. В общем, ну, классно. Единственное, пока такой неудобный момент для меня, это вот эти маленькие ручки. То есть, либо же здесь нужно сделать по вышке, то есть как раз управлять, либо же просто их вот так сделать, прижать изолентой и управлять за ряды. То есть пока непонятно, нужно полетать, посмотреть. Подведем промежуточные итоги. Несколько часов налета в ризовых условиях недостаточно, чтобы дать полноценную оценку крылу. Но уже сложилось, в принципе, некоторое понимание, что это за аппарат. В целом все нравится, но нужно полетать больше в разнообразных условиях, чтобы с ним поближе познакомиться. Надеюсь, вам понравился данный формат видео. Оставляйте комментарии, всегда приятно получить обратную связь. По возможности подписывайтесь. Увидимся в следующей серии. Ну что, ребят, мы пришли на ШЗ. Будем смотреть дальше.